Все устроено таким образом. Как правило, наши почки, они выводят приблизительно с мочевой кислотой, выводят приблизительно до 60% оксалатов. Также наша печень способна преобразовывать и выводить приблизительно до, наверное, 91% липидов. Но есть одна особенность. Наш желудочно-кишечный тракт сам по себе способен выводить липиды, расщеплять липиды и, минуя печень, выводить их. То есть условно можно сказать, что через желчь, когда желчь выделяется в двенадцатиперстную кишку, часть липидов, которые находятся в 12-перстной кишке, должны выйти вместе с дефекацией. Этого очень часто не происходит на фоне того, что в организме произошел сбой. Он произошел как бактериальный сбой. Связано это с микробиотом вашего желудочно-кишечного тракта. И это привело к тому, что вторично эта желчь попадает в кровь и уже накапливается как желчные камни. И, как правило, это происходит на фоне не проблем желчного пузыря, а также не проблем нашей печени. Это происходит, как правило, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при энтероколии, при заболеваниях любого токсического отравления желудочно-кишечного тракта. Это происходит, как правило, в затяжном таком периоде. Инициаторами этого всего могут быть и антибиотическое токсическое отравление. Это может быть бактерии, не обязательно энтероколия, это может быть бактерия протея, или это может быть стриптокок или стафилококк, и будь что вообще. Аденовирус, вирусные микозы и так далее. Все это может какое-то время находиться в нашем желудочно-кишечном тракте, после чего может создавать процессы токсического отравления. И такое токсическое отравление и воздействие, прежде всего, на бактерии нашего пищеварительной системы может угнетать эти бактерии и в дальнейшем приводить к тому, что липиды не выводятся, перистальтика снижается. Точно так же должны выводиться оксалаты через пищеварительный тракт. И этого тоже не проходит, они вторично попадают в кровь, после этого вторично фильтруются почками, но уже образуют камни. Таким образом, нагрузка на почки, нагрузка на печень и нагрузка на желчный пузырь увеличивается во много раз при неработающем банально желудочно-кишечном тракте. Но бесполезно чем-то активировать желудочно-кишечный тракт. Сделать это практически невозможно. Почему? Желудочно-кишечный тракт должен самостоятельно выбрать для себя свою систему восстановления микробиота, и для этого ему необходима помощь. Какая же может быть помощь? Единственной помощью для нашего желудочно-кишечного тракта являются сорбенты. При этом сорбенты — это обязательное условие начала лечения и дальнейшего для хорошего прогноза дальнейшего лечения. Я рекомендую использовать мой препарат Силокс. Сам принимаю Силокс, могу сказать, что на фоне приема данного препарата очень похудел. Прямо небо и земля. Я не знаю, наверное, килограмм на 12. Это не изменяя ни рацион питания. Такие проблемы, как вздутие живота, тяжесть в ЖКТ, проблемы, которые связаны несварение, или вздутие, или метеоризм, или диспепсия, или диарея, или еще что-либо, это все устраняется буквально 1-2 препаратами. На первое место, конечно, нужно ставить сорбент Силокс. Я о нем говорю вновь и вновь, и сорбент, который называется у нас еще антитокс драй. То есть сорбент Силокс по 2 таблетки 3 раза в день, антитокс драй между приемами пищи 1 чайная ложка на стакан воды, а также очень хорошо жидкий сорбент, который называется каолин жидкий, 1 чайная ложка, запивая водой. Таким образом, в случае, если нет диареи, таким образом очень улучшается общее состояние.